Всем привет! Я снова рада вас приветствовать на своем канале Larissa My Life. Это видео будет совместно с Аней Графовой. Аня, тебе отдельный привет! И я рада вам представить две наши истории по вашим запросам. Вы спрашивали у нас, как происходила подготовка сюрприза Морин, нашей подруги шотландской. И, собственно говоря, я попытаюсь вам кратко все рассказать, как же все это происходило. Да, заранее извиняюсь за посторонние звуки. Это мое хозяйство там бушует. Ну, в принципе, давайте начнем с того, что это все произошло примерно год назад, наше знакомство с Морин. Тогда я только открыла свой канал и, можно сказать, находилась в такой стадии сна, как я сейчас так выражаюсь, потому что я буквально недавно для себя открыла такой, можно сказать, девиз. Это то, что не я открыла мир вышивки, а он открыл меня. И благодаря своему каналу у меня сейчас есть замечательные друзья в лице Морин и Ани, поэтому Морин первая, получается, подписалась на мой канал. Мне очень было тогда приятно, и сейчас приятно, что никакие языковые барьеры нам не могли помешать. Я немножко знаю английский, и поэтому мы с ней начали как-то переписываться. Потом у Морин на канале был розыгрыш такой giveaway, и где она, получается, как бы разыгрывала призы. Это пяльца были, там еще что-то, я уже не помню точно. И она мне прислала письмо, где говорила о том, что если ты хочешь, ты можешь написать под видео свое имя и выиграть приз. Ну, начнем с того, что я вообще думала, что женщина не понимает вообще, что она говорит. Она, наверное, скорее всего не знает, где я живу, что я живу в другой стране на Украине. В общем, в моем сознании, в моем понимании эти две вещи, как посылки между странами, вообще как-то не вписывалось. В общем, и Морин была очень настойчивой, она несколько раз мне присылала эти письма. В общем, и для меня это был, честно говоря, такой какой-то шок. В общем, переворот в моем сознании. Я сказала, что я не буду участвовать, ей написала. Ну, в общем, но Морин не сдалась. И после какого-то определенного времени она все-таки написала мне письмо и уже сказала о том, что она просто хочет мне отправить посылку и просто сделать такой сюрприз и подарок. Для меня это была неожиданность. В общем, я поняла уже, что Морин знает, да, где я живу, ну, то есть ничего страшного, то есть она все равно хочет мне сделать подарок. Я очень была рада, конечно, этому. И, то есть, спустя какое-то время, вернее, не спустя какое-то время, тут же я узнаю о том, что Морин также еще переписывается с двумя девочками из России. Одна из них — это Аня. И, получается, я потом увидела видео о посылке из Шотландии, которое выложила Аня. Я ей решила написать, ну как-то так, да, осмелилась тоже сделать первый шаг, о чем я ни капельки не жалею. И с того момента мы начали с Аней активно переписываться. И у нас, получается, созрела мысль о том, как бы Морин отблагодарить. И, то есть, у меня сразу буквально, наверное, первая мысль пришла в голову, это то, что я хочу очень что-то ей вышить. И Морин присылала мне какие-то фотографии свои, ну, в общем, и созрела у меня мысль, естественно, вышить что-то для нее личное, то есть какой-то сюжет такой. Я решила сделать портрет. И в связи с тем, что Аня отличный фотограф, то есть она профессионал своего дела, и она, скажем так, согласилась мне помочь в этом деле, я согласилась. И, скажем так, с этого все началось. Еще один переворот в моем сознании — это то, что Аня буквально на следующий день прислала мне уже несколько вариантов, то есть обработанных фотографий.
чему я очень тоже была удивлена. И огромное, Ане, спасибо за эту скорость, Мне очень понравилось с ней сотрудничать, так сказать, работать. Мы очень, как бы сказать, переживали о том, что мы можем как-то проболтаться, ну, в общем, и невзначай в письме как-то Морин рассказать об этом сюрпризе, и поэтому и я, и Аня очень тщательно скрывали эту информацию, и даже никак, то есть в письме не упоминали друг о друге. О чем мы потом, конечно же, очень хорошо посмеялись. То есть говорили о чем угодно, только не о друг друге. Дальше получилось так, что Аня мне прислала фотографии, и я решила в своей же программе, в которой я раньше создавала схемы, это Stitch, Easy Stitch Art, по-моему, да, 4-я версия. Ну, в общем, я даже забыла, потому что я уже этой программой решила не пользоваться, потому что она меня окончательно разочаровала. Ну, в общем, дело не в этом. Я обработала, ну, хотя очень старалась тщательно, то есть и подбирать там цвета, и все. Я попросила Аню сделать фотографию в стиле сепия, так как считаю, это более удачный будет вариант для портрета, ну, в общем, для передания цветов и так далее. Я не представляю вообще, не имею представления, как это все делается, ну, в фотошопе или как, ну, в общем, для меня это темный лес, и я вообще, то есть, очень благодарна Ане за ее труд, за ее старания. Ну, в общем, я обработала фотографию, и мне выдала программа какие-то невероятные цвета, ну, в общем, нереальные. Я, честно вам скажу, поддалась сразу этому, скажем так. И пошла купила нити уже эти, то есть с зелеными, с фиолетовыми, какими-то с красными оттенками. Я в надежде на то, что все-таки что-то у меня получится. В общем, пришла домой, я их разложила, эти ниточки, посмотрела так с грустью и решила вот таким своим разочарованием, несчастьем поделиться с Аней. Написала ей такое письмо, ну, в общем, что я в расстроенных чувствах, что не знаю, что мне делать. Будут какие-то зеленые пятна, в общем, непонятные на лице у Морин. И что мне делать? И не хотелось бы, конечно, такой, ну, труд просто, чтобы все испортить. Аня говорит, в общем, Аня говорит, подожди, сейчас мой муж уже скачивает программу, Pattern Maker, получается. И я говорю, я думаю, зачем она это делает вообще? То есть для меня это в голове не укладывалось, что происходит вообще. То есть Аня, оказывается, скачала программу, и буквально за ночь она ее каким-то образом чудесным освоила, и очень даже, судя по результату, хорошо. И буквально на следующий день она мне прислала уже готовую схему. Вы не представляете мою радость, я была просто там на 10-м, на 9-м, я не знаю, небе от счастья. Я тут прыгала, скакала, я тут же оделась и побежала менять эти ниточки. Хорошо, что у меня в магазине здесь рядышком работает моя знакомая, где я могу там менять нити в случае, если они не подходят. Ну, в общем, я побежала тут же их поменять. С радостью прибежала, в общем, и сразу же окунулась с головой, получается, в вышивку. В общем, вышивалось все очень легко, здорово, в общем, и замечательно. Поэтому Аня говорит, что она не знала моей реакции. Моя реакция была такая: ура, ура, ура! Я могу наконец-таки приступить к вышивке. Ну, в общем, очень такая большая у меня радость была. Во-первых, что у меня произошло 2 переворота в моем сознании, понимании, скажем так, что Морин разрушила эти границы невидимые, которые у меня были в голове, в плане того, что посылок. Это была первая в жизни моя посылка, которую я получила, тем более из-за границы. Мне было вдвойне приятно. Ну, в общем, мы с мужем ездили на почту, и как-то, ну, в общем, очень мне приятно было. Дальше еще такая интересная история произошла, получается, в связи с этими событиями на Украине. Я вообще, скажем так, не знала, дойдет моя посылка, то есть или нет. Ну, в общем, очень-очень верила в то, что все-таки как-то она дойдет. И случилась тоже такая история, небольшой казус.
получается, то ли на границе, то ли на таможне. Ну, в общем, эта посылка пришла в открытом виде туда уже, в Шотландию, я так поняла. И работник, который работал на почте там, в Шотландии, узнал Морин по портрету. Получается, как бы портрет и послужил таким пропуском, скажем так. А я думаю, если бы я что-то другое там Морин послала, то вероятности не было, что пришла бы посылка по адресу, поэтому он узнал Морин и дальше отправил, я так понимаю, по ее адресу, ну, в общем, дописал адрес. И моя работа пришла все-таки к Морин. Немножко там, правда, рамочка треснула, но это все как бы пустяки. Главное, что вышивка не пострадала, и все как бы так произошло удачно. Поэтому, ну, в принципе, как бы на этом все, наверное. Большое спасибо Ане, большое спасибо Морин за то, что я верю теперь в чудеса, верю в бескорыстное добро и ни капельки не жалею ни о чем. И предлагаю также вам быть открытыми. И еще раз повторяю о том, что все-таки занятие это помогло мне как-то открыться, общаться с людьми. Ну, в общем, я уже, да, куда-то в философию ушла. Всем большое спасибо за внимание. Сейчас вы услышите и увидите Аню. Она вам расскажет свою историю тоже. Поэтому оставайтесь со мной. Пока. Всем привет! Я хотела поделиться своей версией истории о подарке для моря. Вообще все началось с того, что Море мне захотела прислать пяльца после моего видео, где я рассказывала о том, что пяльцы фирмы Гамма — это плохие пяльцы, и не стоит их покупать. Удивительным для меня было то, что когда Морин захотел мне делать этот подарок, она даже не знала, как меня зовут. Потому что мое имя в YouTube написано русскими буквами, а британцы русских букв не понимают. Вот. Для меня, честно говоря, это было большое откровение, потому что до того момента я жила у себя дома в окружении своих родных и близких, и это было единственное место, где я чувствовала себя в безопасности, а когда я выходила на улицу, я себя ощущала, наверное, как сталкер в зоне. То есть я была во всеоружии и готова была отразить любые нападки и, не знаю, ответить на любое хамство. Вот. Также абсолютно я себя чувствовала в интернете и вообще в любом другом месте, где было много незнакомых людей. Вот. И когда получилось так, что человек с другой стороны, вообще другой части земного шара, не знаю даже, как меня зовут, просто вызвался делать мне приятное. Я, честно говоря, была в шоке. Я думаю, что такого не бывает. Вот. И благодаря Морину у меня в сознании произошел некий такой переворот. Я стала на мир, на людей смотреть другими глазами. Вот за что Морин огромное спасибо. Это квантовый скачок в моем сознании, в моем мышлении. Если бы, скажем так, она не совершила свой поступок, я не знаю, вот сейчас как бы я воспринимала мир, так же или нет. Смогла бы я самостоятельно делать переоценку своих мыслей, чувств, своего отношения к людям и к жизни. Когда мне пришел подарок, я сделала видео об этом, мне написала Лариса, я была этому очень рада, потому что, честно говоря, у меня бы не хватило смелости самой Ларисе написать. Вот, Ларис, большое тебе спасибо, потому что благодаря этому твоему поступку мы с тобой сейчас и дружим. Она тоже поделилась радостью, что вот у нее вот подарок на подходе, вот буквально вот она получила извещение с почты, вот она вот завтра пойдет забирать свой подарок. Вот, и мы стали на полном серьезе тоже обсуждать, чтобы нам подарить Морин, как бы отблагодарить. Вот. Я выбрала вышивку письма для Морин,
потому что я вышиваю медленнее, чем Лариса, мягко говоря. Вот. Хотя я считаю, что я заслужила звание самой заслуженной черепахи в вышивке. По-моему, медленнее меня никто вообще не вышивает здесь на ютубе. Ну, хотя не знаю, может быть, кто-то найдется. Вот. А Лариса тоже сначала думала письмо вышить, потом подумала, решила, что будет все-таки вышивать портрет Морин. Она постарается как бы выбрать одну из ее фотографий и вышить. Вот. Ну, так как я фотограф, вот, ну, связанная немного с работой с изображением, немножко знаю про свет, про цвет, я вызвалась Ларисе помочь. Я так написала: Лариса, если надумаешь, я тебе, в общем, обработаю фотографию так, чтобы из нее получилась схема. Потому что про ужасы прогона, я думаю, все видели видео Олеси, поэтому я этого не хотела ни для Морин, ни для Ларисы. Честно говоря, печальное было бы зрелище. Вот. Методом прогона можно делать какие-то натюрморты, пейзажи, на мой взгляд. Но с портретами людей, я считаю, не стоит так обходиться. Все грехи на лицах очень сильно видны. Вот. И когда Лариса выбрала подходящую фотографию, вот, она мне выслала, я эту фотографию обработала по желанию Ларисы, перевела в сепию, как-то обтравила краешки белой, скажем так, рамкой. Вот. И в общем-то, я довольно выслала Ларисе. Вот. Через некоторое время Лариса мне отвечает примерно так: Ань, кошмар. Я завела эту фотографию в программу, не помню, как она называется, это был не Pattern Maker, у Ларисы какая-то другая программа была. В общем, эта программа мне делала такую схему, что получилось не сепия, а что-то такое непонятное с какими-то зелеными, фиолетовыми пятнами. Вот. Ну, честно говоря, у меня сердце упало, потому что я целый день провела над этой фотографией, я ее обрабатывала, я пыталась делать так, у меня было несколько попыток. Вот, и я почувствовала, что у меня земля уходит из-под ног, и я не знаю, что делать дальше. Мне просто казалось, что моя работа, она вот сейчас просто пропадет. Я сказала себе без паники, сказала тут же мужу скачать, установить мне на компьютер программу Pattern Maker. Я просто подумала, что, наверное, так как она самая распространенная, в ней нам лучше делать. Вот. Написала Ларисе письмо о том, что успокойся, все будет нормально. Вот. Сама сидела и думала: боже мой, что мне делать, что там такое. Вот. Когда мне муж установил эту программу, я свою фотографию попыталась ввести. У меня была надежда, может быть, у Ларисы программа просто как-то глючит, неправильно работает, а Pattern Maker мне сейчас делает все хорошо. Вот. Ввела я эту фотографию в программу, посмотрела, какая получается схема на выходе, и, о боже, фиолетовые, зеленые пятна, вот как у Ларисы. Вот. Я подумала, может быть, какой-то глюк. Закрыла программу, открыла опять ввела эту фотографию, опять убедилась в том, что эти пятна там присутствуют. Вот. Я расстроилась, думаю, как же так? Я ничего фиолетового и зеленого фотографии не рисовала, это точно. Открыла фотографию в фотошопе, увеличила ее настолько, насколько было можно, посмотрела, что все пиксели в фиолетовых и зеленых местах, они того цвета, какого нужно. Они не фиолетовые, не зеленые, они коричнево-сепийного цвета. Еще раз ввела эту фотографию в Pattern Maker. Опять смотрела, то есть были пятна. Я была, честно говоря, в панике. Время была уже ночь. Вот, я для успокоения нервов села на велотренажер. Вот, пока крутила педали, рассуждала о том, что мне делать дальше. Вот, и в конце концов просто просмотрела уроки по паттернмейкеру, которые нашла на YouTube, и села думать, откуда же в программе взялись пятна, потому что все программы, они работают по алгоритму, естественно, ниоткуда пятна взяться никак не могут. Вот. И нашла причину, устранила пятна, научилась делать бленды, вот.
ушел на этот еще один почти целый день, но тем не менее я справилась. Когда я отсылала схему Ларисе, я очень боялась. Я боялась, что Лариса меня убьет за то, что в схеме, как мне помнится, было 12 цветов и 12 блендов. Вот. Ларис, ты меня, пожалуйста, прости. Вот, но без блендов, ну, правда, там было невозможно. Там было все ужасно. Вот. Ну и в результате получилось то, что вы могли видеть видео у Ларисы, ну, я имею в виду схему. Вот, я очень рада, что Лариса взялась это отшивать, потому что, честно говоря, паттернмейкер не очень хорошо передает цвета, которые на самом деле будут в вышивке. Все-таки палитра ниток DMC там не очень правдоподобные, мягко говоря. Для того, чтобы в дальнейшем не работать серьезно в этой программе, нужно, конечно, палитру менять. Вот, я посмотрю по этому поводу видео Светланы Волковой, там много про это. Вот, надо как-то решать эту проблему. Вот, и, собственно говоря, на этом мое участие и подошло к концу. Могу только сказать, что несмотря на то, что я делала мало, у меня было много нервов. Я нервничала сначала, я не знала, как отреагирует Лариса на те фотографии, которые я обработала. Потом я не знала, как получится у меня схема. Очень много нервов было связанных с этими пятнами. А потом я нервничала, понравится Ларисе схема или нет. Потом у Ларисы были проблемы, как это все дело распечатать. Надо было какие-то форматы переводить. Вот. Я стала нервничать по этому поводу. Потом я стала нервничать, как у Ларисы пойдет вышивка, все ли цвета там совпадут, не совпадут. Было много нервов у Ларисы, в том числе по поводу того, что там было много черного. В общем, потом, когда уже все было готово, вот, мы уже с Ларисой стали волноваться, понравится ли Морин. Потом, в связи с событиями на Украине, мы стали волноваться, дойдет ли вообще посылка. В общем, одни сплошные нервы, но я рада, что у истории счастливый конец. Вот. Картина дошла, вот, все хорошо, все довольны, все счастливы. Вот, спасибо еще раз большое Морин и Ларисе за этот эксперимент, за авантюру, вот, и за то, что у меня есть такие замечательные друзья. Спасибо.